Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с звучной аббревиатурой ОФАК выдало генеральную лицензию 134, касающуюся России, разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Ну и давайте цитату соответствующую из этой странной аббревиатуры. Ну, пока ее нам вешают на экран, я ее зачитаю с листа. Не успел. За исключением случаев, предусмотренных пунктом Б настоящей общей лицензии, все сделки, запрещенные вышеуказанными органами власти, они там перечислили, кто чего запрещал, мы их не будем упоминать, которые обычно способствуют и необходимы для продажи, поставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные вышеуказанными органами власти до 1 минуты по восточному, 0 часов, 1 минута по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешены до 0 часов 1 минуты по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года. После этой скороговорки можно, казалось бы, выдохнуть, но тут возникает вопрос, а что, собственно, разрешено? И кому, собственно говоря? Давайте почитаем, что же там разрешили они. А пункт Б – это они запрещают сделки с Ираном. Вот если в Иран мы хотим продать нефть, вот это нельзя, это нельзя. Сделки, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, включают сделки по безопасной швартовке и постановке на якорь судов, перевозящих такую сырую нефть или нефтепродукты, обеспечение здоровья или безопасности экипажа любого такого судна, аварийный ремонт или мероприятия по защите окружающей среды, связанные с любым таким судном, и услуги, такие как управление судном, комплектование экипажа, бункеровка, лоцманская проводка, регистрация под флагом, страхование, классификация и спасательные работы. Вот только что мы с вами прочитали список того, что было запрещено. А теперь можно. Вот можно лоцманскую проводку осуществлять, страховать можно. Можно, но недолго. Самое интересное, что эти суда, которые идут, уже застрахованы, поэтому, ладно, разрешили, на том спасибо. Значит, тут еще какой момент. Значит, сырая нефть и нефтепродукты российского происхождения, подпадающие под действие данной общей лицензии, включают продукцию организаций, находящихся под санкциями, а кроме того, можно перевозить даже на танкерах, которые ранее подпадали под санкции. Все. Теневой флот перестал быть теневым, ему теперь все можно. Если теневой флот из тени на месяц выскочит, он будет засвечен. Я предлагаю развить эту мысль. А мы пока посмотрим на... на самом деле, по большому счету, ответ Индии известен. Если не очень дипломатично, то пошли вы со своим разрешением. Нам нефть нужна, мы ее как покупали, так и будем покупать. А вы там разрешаете, запрещаете, что хотите. Китай вообще никак не отреагировал, потому что ему инвариантно, так скажем. Но зато прозвучало. Вот Трамп разрешил. Все счастливы. Давайте еще один момент. Давайте мы российскую нефть в море, которую нам Bloomberg считает, показывает, если можно, соответствующий график, чтобы было понятно, на чем они наставили. Так вот, давайте на это посмотрим сейчас Борис будет критиковать этот график, но перед тем, как он начнет критиковать, давайте вспомним, что еще в феврале, до 28-го, рассказывалось, что вот эта вся нефть находится в море. Не буквально в море, а на танкерах. И практически никто ее не покупает. Просто наши грузят. Вот знаете, на плато вышли почему-то. Вот там, где 135, 140, на плато вышли явно, где-то в районе января. Но все равно грузят. Почему-то в море ее все время одинаковое количество, более или менее. И ее никто не покупает. А теперь говорят, смотрите, смотрите, сколько же российской нефти. До этого достаточно. Дней 10 можно покупать. Она ж никому не нужна, ее никто не купил. Дней 10 можно покупать. Все хорошо. Я пытаюсь себе представить разговоры капитана танкера с владельцем российской нефтяной компании. Шеф, куда я иду? В океан. И ты не отвлекайся, ты грузи. Так в какой океан-то? В Атлантический, в Индийский? Да ты хоть в
В Тихий плыви, я тебе потом позвоню. Не-не-не. А они что, разные? Как-то так. Я тебе потом позвоню, куда идти, а ты пока постой. Потому что фраг сейчас дешевый, страховка там уже просто приплачивают, лишь бы мы вообще к ним в гости заходили. Версия абсолютно неправдоподобна. И не потому, что ее придумал Bloomberg. Мое отношение к Блумбергу известно, но если смотреть на статистику января-февраля, объем морской торговли порядка 3,5 миллионов баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов. Я предлагаю тогда 1,5 сразу поставить. Давайте мы поставим. Это как раз вот про объемы, средние показатели за неделю. Вот они. С учетом того, что часть этой нефти уходит из наших дальневосточных портов, отправляется в Китай. Ну вот что, как можно отгрузить 135 миллионов тонн нефти? С учетом того, что в январе и феврале и Индия, и Китай продолжали покупать. Если брать февральские показатели, которые тот же Bloomberg нас сочинял, 3,5 миллионов баррелей в сутки экспорт, на двоих Индия и Китай закупали 3,36 миллиона баррелей. Свободных было 0,14, 0,17. Как можно нагрузить 135, чтобы оно стояло? В Китае труба. Они считают, если суммарные я сейчас только морские. Только морские поставки. Вот так у нас крайне интересно. Значит, больше никуда не везем, это же очевидно. Ну, очевидно. То есть, если брать какую-то средневзвешенную емкость танкера, средневзвешенное путешествие, которое сейчас в Азию идет вокруг Африки, ну, миллионов 20 тонн, наверное, в пути есть. Ну, миллионов 20 баррелей где-то есть. Ну, я предлагаю всем поупражняться в арифметике, я предлагаю на предыдущую лицензию еще давайте глянем, чтобы добавить остроты в происходящее. По словам источников, обожаю, вот прям просто маслом по сердцу, знакомых с условиями сделок, индийские нефтеперерабатывающие предприятия закупили около 30 миллионов баррелей российской нефти с тех пор, как США дали добро на ее покупку. Это вот все схемы, что мы сейчас показывали, все графики, это из одной статьи, которую написал Джулиан Ли, аналитик Блумберга, который внимательно следит за нашей нефтяной статистикой. У него мы узнаем про нашу нефтяную статистику, вот ее обсуждаем. У нас нельзя ее публиковать, поэтому узнаем из Блумберга. Так вот, следите за руками. 5 марта, выдали лицензию на покупку российской нефти, загруженной до 5 марта. 12 марта выдали лицензию на нефть, которая загружена до 12 марта. Ну, в общем, я предсказываю, где-то в районе 19 марта мы увидим лицензию на нефть, которая до 19 марта, потом на нефть, которая до 26 марта, ну и так далее. Неделю прибавляем, и вот так предсказание работает. Так вот, следите за руками. То есть до того, как они 5 марта выдали разрешение, индийские предприятия покупали нефть российскую просто так, а теперь под строгим контролем и с Дональда разрешением. Трампа. Да, Дональда Трампа лично разрешил. Так и быть, говорит, покупайте. Клоунада? Конечно, клоунада. 30 миллионов баррелей. Сколько у нас в сутки в Индию идет? Полтора где-то? 1,2? 1,2 месяца. Ну, по продажам, да. По февралю было 1,2. Ну, то есть 30 миллионов баррелей у нас дней на 20. По таким... Ну, да. Тут за неделю продали. Ну, так бывает. Нет. Если продали за неделю, это не значит, что она поставлена будет за неделю. Это вот продали, но она будет идти какое-то время. То есть раньше, еще раз, продавали просто так, а теперь мы разрешили. Мы контролируем ситуацию. Цены, стой, куда вы идете? Мы контролируем ситуацию. Нефть есть. Вот, в русские вот ее везут. В огромных количествах. Клоунада, еще раз, да, клоунада, а как это воспринимать? Но, тем не менее, клоунада, которую многие публикуют, многие цитируют, многие обсуждают. Смотрите, Дональд Трамп разрешил, это неспроста, это передел рынков. Дональд Трамп подивил всех. Мне кажется, это какая-то оговорка, а может нет, потом выясним. Да, кстати, нам тут уже пишут вопросы, предложения, замечания. Видим, если что, если хотите написать вопрос, предложение, замечание в эфир, можно вот с помощью вот этого QR-кода это сделать. Но дело-то не только в морских поставках, вот вообще. Дело еще в дружбе. У нас тут дружба все еще. Вот дружба крепкая. Давайте цитату про дружбу. Потому что дальше говорится, не сломается, но
в наше неспокойное время как-то это выглядит Частичка по-другому. не исчезла. Да. Украина заявила, что на устранение повреждений, нанесенных российскими беспилотниками, ключевой насосной станции на нефтепроводе «Дружба», ключевой, это, понимаете, есть какая-то одна очень ключевая насосная станция, это Bloomberg нам пишет. Там этих насосных станций, ну вот одна очень ключевая. То есть каждые 100 километров насосные станции стоят, но вот конкретно это, ну не обойти просто. К тем подходишь без ключа, а здесь надо дверь открывать. Ключевая, да. Так вот, потребуется от 1 до 1,5 месяцев. У меня тут сразу вопрос. Они же сказали, что 27 января поломано. А месяц прошел. Даже 1,5 месяца уже прошли, если я правильно считаю. Ну да ладно. Вероятнее всего требуется решение ОФАК. Может быть, да. Правда, как тут это расшифровывается, неизвестно. Но в результате атаки прекратились поставки около 200 тысяч баррелей российской нефти в день в Венгрию и Словакию, которые, вероятно, были перенаправлены на экспорт морским путем. Там, правда, были некоторые снижения из-за ситуации в Черном море, но это ладно. Это Bloomberg в следующем тексте заметил. Ой, говорят, а там у них что-то... ладно. В Венгрию морским путем, да. Взяли вместо того, чтобы Венгрию прокачивать, морским путем отправили кому-то, куда-то. Вот это нефть в неизвестную Азию. В неизвестную Азию. А в неизвестной Азии, компания МОЛ из Венгрии, здравствуйте. Так вот. Кстати, недавно обнаружил еще одну новинку. Вот Россия нефть экспортирует в неизвестную Азию, а в статистике Индии появился перечень стран, откуда вывозилась нефть до 28 февраля. Там штучка с десяток написано, а дальше идет фраза «другие источники». Да много из других источников? Совпадает с поставками в неизвестную Азию. Не знаю, как, случайно. Наши, по-моему, жирные намеки просто в каждом выпуске, они становятся все жирнее и жирнее. Это не мы, это уже таможня выдает. Да. Откуда-то. В Сингапуре нашли месторождение нефти. Мы неизвестно куда отправляем, а у них какой-то другой источник. Откуда берут? Чудеса, да, понятно. Так вот, к дружбе возвращаясь. Повреждения действительно, видимо, очень чудовищные, просто невероятно чудовищные. Настолько чудовищные, что, знаете, вот киевские власти, вот при всей нашей критике этих людей, с позволения сказать, вот они все-таки частичку человеченки-то сохранили. Как бы странно ни прозвучало это слово, я ничего не имел в виду. Так вот, сохранили. Или человечности, но в их случае я не знаю, как правильно, поэтому они решили уберечь хрупкую психику венгерских коллег от созерцания этих чудовищных разрушений. И давайте следующую цитату по этому поводу. Венгерских экспертов не допустили к осмотру нефтепровода «Дружба», чтобы проверить его готовность к эксплуатации. Об этом заявил замминистра энергетики Венгрии Чепек. По его словам, украинские власти также отказали представителям Венгрии во встречах в Минэнерго по вопросу возможного возобновления поставок российской нефти. То есть, понимаете, там такие разрушения чудовищные. Такие. Не надо вам на это смотреть. Вы не выдержите. Это, не ходите. Во-первых. Во-вторых, техника безопасности после того, как Россия бомбила российский нефтепровод. Ключевую насосную станцию. Ключевую насосную фабрику. Может быть. Это, кстати, любимое занятие России по собственным трубопроводам чем-нибудь шарахнуть. Абсолютно логичная версия. Молодцы. То есть, понимаете, ситуация какая? Украина и цитирующий ее Bloomberg сообщают: Россия, очевидно, но эти говорят, значит, так и есть. Ключевую насосную станцию. Какая из насосных станций? Ключевая. Что вы дурацкие вопросы задаете? Как называется? Ключевая. У них, понимаете, там название есть как бы. Ключевая, просто ключевая. Вот все. Другого знать не надо. А венгерские специалисты, может, мы поедем, посмотрим, совет дадим, денег дадим, чтобы быстрее восстановили. Не надо. Почему? Не надо. Не надо и все. Сразу верим, что да, разрушение, это не они не пускают, это там все разрушено, все поломано, ничего не работает. На машине не пройти, на собаках не проехать, безнадега. Тут просто проблема вот в чем. Если там действительно пытаются вызвать какие-то беспорядки в Венгрии перед выборами... апрель-то вот он рядом. Нет, мы даже не будем вот сейчас касаться, это вот господам политологам оставим. Но давайте сразу карту. У нас там карта есть. Вот
узнаете местность? Я думаю, уже все знают эту местность. Это Ормузский пролив. Вон он там даже подписан. Так вот, вот эта вся блокировка происходит на фоне ситуации в Ормузском проливе. То есть Украина говорит, а мы не будем вам нефть пускать, вот и все. Если в течение февраля это, как бы какие-то беспокойства вызывало в Венгрии и в Словакии, то сейчас там уже что-то Макрон начинает заявлять, что, погодите, стоп. У нас и так некоторые проблемы с нефтью. В смысле вы не пускаете нефть через дружбу? По крайней мере, его слова именно так транслируют у нас. Может быть, он что-то другое имел в виду. Но просто в данном случае, когда Петер Сиярто, например, заявляет о том, что блокировка дружбы – это удар по... И пусть карта повисит, кстати. Так вот, что блокировка дружбы – это удар по энергобезопасности и суверенитету Венгрии, то нет, это теперь уже удар по суверенитету Евросоюза. Правда, руководству Евросоюза все равно. А пока вот я это говорил, можно было посмотреть на эту красивую карту. Заметьте, это ЦРУ составило, и Минэнерго США. Вот удобно, кстати. Вот заходишь на сайт ЦРУ, а там вот карты. А зачем вам такие интересные карты? Надо. И над картой в виде девиза слова министра войны. Ормузский пролив открыт, просто Иран иногда стреляет ракетами. Так вот, пока все еще ищут там LNG Export Terminal, то есть СПГ, экспортные СПГ-терминалы и прочие терминалы, смотрят на нефтепроводы, я замечу вот какую штуку. Вот не надо издеваться над министром войны. Потому что, да, он сказал чушь, но не бред. Сейчас поясню. Есть реальность юридическая, а есть реальность обычная. Вот в юридической реальности Соединенных Штатов перекрытие пролива означает, что Иран зачем-то поставил там минные заграждения, отправил свой флот, и флот теперь туда-сюда курсирует, всех ловит и куда-нибудь сопровождает. И мины стоят. А вот если мины отсутствуют, и флот отсутствует, некая постоянно туда-сюда курсирующая сущность, значит, блокировки нет. Просто ракеты летают, бэки плывут и дроны. Блокировка Ормузского пролива, это когда его засыпали и заасфальтировали. Нет, это не блокировка. Это не блокировка. Это уже, мне кажется, какие-то строительные работы проведены. Это другое министерство. Это Министерство транспорта. То есть, смешно ли звучит высказывание министра войны? Безусловно, смешно. Глупо? Безусловно, глупо. Но с юридической точки зрения он на 100% прав. Просто есть реальная реальность, а есть юридическая. Вот они немножко конфликтуют. Вот я надеюсь, все изучили, пока я говорил, все эти карты, заметили в Омане все необходимые объекты, удобно располагающиеся преимущественно где-то вот недалеко от побережья. Собственно говоря, что логично. НПЗ вообще логичнее, если вы экспортируете, ставить где-нибудь поближе к побережьям. Можно увидеть переработку где-нибудь там в середине Саудовской Аравии. Все это можно было увидеть. Нефтяные терминалы можно было увидеть. А теперь давайте поговорим про обходные пути. Все увидели нефтепроводы, да? Так вот, с обходными путями тут случились безобразия после того, как был атакован остров Харк. Объединенные Арабские Эмираты приостановили погрузочные операции в Фуджейре, ключевом нефтеторговом узле, после удара беспилотника и последовавшего за этим пожара. Если можно, верните карту обратно. Вот мы на нее посмотрим. Там видно Фуджейр, да? Да. Вот недалеко от Персидского залива, от Ормузского пролива, справа, уже около Оманского залива, находится этот самый порт Фуджейра. Между Эмиратом Фуджейра и остальными эмиратами скалы. Там не очень удобно строить нефтепроводы, но один построили. Примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Что-то случилось с этим нефтепроводом, с помощью которого нефть можно было через Фуджейру отправлять, минуя Ормузский пролив. Нельзя курить в неположенном месте. Возможно. Это возможно, с одной стороны. А с другой стороны, когда мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты, как про поставщика, многие забывают, что это все-таки поставщик не только и не столько нефти, сколько нефтепродуктов. То есть, опять же, если так присмотреться к территории Объединенных Арабских Эмиратов, там есть некоторое количество нефтеперерабатывающих заводов, которые снабжают не внутренний рынок преимущественно,
А Объединенные Арабские Эмираты, ну, не соревнуются, конечно, с Россией по объемам поставок, но где-то на 3-4 месте они находятся. Вот. Россия с Соединенными Штатами лидирует, там есть Индия еще как крупный поставщик, как крупный экспортер нефтепродуктов, и Объединенные Арабские Эмираты. А вот по нефтяной трубе нефтепродукты прокачивать, я слышал, как-то не очень получается. Ну, если вычистить, пропарить, обессушить. Не, ну, конечно, да. Все равно 1,5 миллиона баррелей удастся прокачивать. Вот нельзя, чтобы одновременно 1,5 миллиона баррелей нефти и 1,5 миллиона баррелей нефтепродуктов. Вот так вот, я не знаю почему, но так не выходит. Вот.